Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого интервью? Да. Как зовут вас? Иван. Полностью фамилия, имя, отчество. Шалатов Иван Александрович. Если можно, говорить чуть громче. Пожалуйста. Хорошо. Откуда вы? Россия, Тульская область, город Ясногорск. Часть, звание, должность. Часть 1-я танковая дивизия, номер не помню, 27-я мотострелковая бригада. Дата рождения ваша еще? 29 мая 1976 года. Вы рядовой? По срочной службе младший сержант. Здесь рядовой. Так вы мобилизованный, получается, или вы служили? Нет, я контрактник. Контрактник. Когда подписали контракт? 16 августа на 3 месяца. Что вас к этому привело или заставило подписать этот контракт? Привело спонтанность. Я не шел ни воевать, ни деньги не зарабатывать, ни националистов искать. Я представляю, что спонтанно можно вот прогуливаться где-нибудь хорошим весенним деньком и зайти на чашечку кофе. Потому что спонтанно захотелось. Но разве может спонтанно захотеться взять и подписать краткосрочный контракт? Во время войны причем. Бывает у человека депрессии и Это другое. на почве. У вас были какие-то внутренние личные проблемы какие-то? Внутренние конфликты были. Вас можно спрашивать про эти внутренние конфликты, или вы не будете рассказывать? Спрашивайте. Ну вот, что за внутренние такие конфликты? Нам же интересно знать, что россиян приводит в Украину. Ну, у меня внутренний конфликт был не с Украиной, а внутри себя. Я себя искал. Сколько вам полных лет? 46. Вы в 46 лет решили поискать себя в армии? Да. И как вы видели свою дальнейшую службу? Дальнейшую службу Да. я ее не видел, не представлял. А в чем же тогда заключался этот поиск себя, пойти в армию? Я просто искренне хочу понять. Искренне уехать. Уехать. На какой-то период из 7. У вас был семейный конфликт? Ну, у меня не было конфликта, но я не находил себя в семье в последнее время. У вас дети есть? Нет, своих нет. Понял. В какой месяц вы попали в Украину? В августе месяце. В августе месяце 22-го года. Куда заехали? Заехал в поселок Шахтерск Донецкой области. А далее в лесу блокпост. Проходили подготовку до этого? Подготовка полдня. Ого. И что вас наготовили за полдня? Да ничем, в принципе. Не тому готовили, наверное, что могло бы. Ну а что вам сказали, вы будете делать вообще? Блокпост и как его смотреть. Понятно, как всем. Да. Ну и вот вы попадаете на передовую. Так или нет? Ну, я передовой не видел, с ВСУ не сталкивался, а столкнулся лишь однажды. Ну это я понял, это так да. в принципе и происходит в основном. Ну, смысл войны был такой, что ни они не хотели сталкиваться, ни мы, тем более с ними. Нормально. Да. Чего ж сталкиваться, если артиллерия в основном воюет?
Да. Так? Да. Ну и расскажите, вот вы приехали, значит, вы приехали в город Шахтерск сначала, да? Да. Так. Там дальше что происходило? А дальше нас отправили вот, в лес. Сколько вас? Нас было в лесу около 35 человек. Около 30. Что вы там сидели? Окопы рыли, что вы там делали? Сидели в окопах, были блиндажи, где отдыхали. Сидели в окопах, были блиндажи, где отдыхали. Да. Около 35 человек. Что ели? Ели, нам была доставка еды, Мгм. сухпайки и всякое разнообразное. И то, что макароны, там, Хватало? крупы. Да, хватало. Понял. Какие происходили действия? Действий никаких не происходило, никаких команд не было. И, в принципе, никто ничего не знал. Только ели, спали и несли службу вот, караульную. Стоп. Арта у вас была за вами какая-то? Да нет. Эти, как его, автоматчики и один пулемет. Автоматчики, один пулемет. А Да. по вам что-то прилетало? Нет, при мне ничего не прилетало. Как долго вы простояли в этом райском уголке? В райском уголке простояли около 2,5 недель. Около 2,5 Да. недель. И потом что произошло? Передислокация. Куда? Я так понимаю, что это был Купянск-узловая. Так. Такие же действия, выставили пост около моста, который был сложен. Ну, то есть поврежден мост. Угу. Наш пост стоял на одном конце, как говорится, моста, ну, чуть дальше. А на том конце стоял ВСУ. Мирные жители, которые там остались, мы предупреждали, что мост поврежден. Мы их не останавливали, но предупреждали. Идти стоит им или не стоит по этому мосту. Больше действий никаких не было, так же, как вы сказали. Ни обстрелов, ни прилетов, ни улетов, ни отлетов, ничего. Были прилеты, улеты. А у вас с чего были улеты? У нас также, как бы там, 4 стрелка на блокпосте. Понятия не имею смысла этого всего. Ну, в смысле 4 стрелка? С чего 4 стрелка? Стрелка, автомат Калашников. Я понял. А улет, ну, артиллерия? Снова опять-таки не было никакой? Танк стрелял. Куда он стрелял? Сказали, что это украинский танк. Стрелял, до нас особо не долетало ничего. С нашей стороны, с украинской стороны. С вашей стороны. А с вашей, я говорю, была какая-то артиллерия? Там, сейчас я объясню. Я даже не знал, что чей-то танк. Это когда сказали, что это украинский, да. А если бы мне не сказали, я бы и не знал, чей это танк. Потому что когда идет артиллерия, война вот это вот идет, вы не понимаете просто, кто стреляет и откуда стреляет. Потому что вы видите только прилеты. Это как раз таки я представляю. Это вот прилет увидели, а кто там стоит за вами, вам не объясняет это. Ни ваш командир, никто. Кто, где в той посадке кто стоит. Наши, ваши, вам никто не скажет. То есть вы находитесь заведомо в таком положении не знающим. И не дано вам знать. Страшно было? Если вы там, Да. нет. То есть прилеты, но не страшно? Нет. Не было таких прилетов, чтобы было страшно. Понял. Потери были? Нет, не было потерь. Тоже не было потерь. Это логично. ВСУ не выходило, никаких не было конфликтов. То есть они
там были, мы там были. Я понял. И вот как долго продлился вот этот вот островок До спокойствия? 25 сентября. Аж до 25 сентября вы там простояли. Да. И вот ничего не происходило, и Нет. вот дальше. И дальше нас вывезли в Россию. М. Там я попал в другую группу, потому что в госпиталь ездил. То есть моя группа ушла, я попал в другую группу, совершенно мне незнакомую, и я уже не знал, куда, чего и так далее. Потому что так как у меня еще был контракт, мне Ну, еще месяц примерно у вас да. оставался. Попал я в Харьковское направление, но уже ближе к Луганской области, границе. Ну, там я попал. Ну, расскажите. Потому что там были нарыты окопы, и больше ничего не было. Это было поле, и ни блиндажей, ничего не было. Так. Простояли мы 3 дня. Артиллерия, вот там было страшно. Там артиллерия прилетала рядом. Ну, такое ощущение, что по нам не стреляли, а вот рядом именно. Не знаю, почему у меня такое ощущение было. Потому Сколько что вас там стояло? Там человек 20. Всего 20 человек? Да, со стороны дороги, там дорога шла. А техника? Техники не было. Она осталась. Нас выгрузили и все, и как бы бросили. Опять-таки 20 человек с автоматами? Да. И пулемет был. И через 3 дня пошел дождь. Это уже был октябрь. Пошел дождь, причем сильный. Это все затопило. Ну, в общем, нам сказали поменять позиции, так как мы в воде были. У меня началась температура. Ну, в общем, я заболел. Меняли позиции, и вот первый раз я увидел ВСУ. Так. Ну, то есть нас накрыли где-то на районе Луганской области уже. Чем накрыли, как накрыли? Накрыли ВСУшники. Ну, вот мне интересен эпизод. Взяли. Я понял, так мне интересно, как это происходило. А происходило то, что вышли и думали русский блокпост. Вы вышли? Да, ну мы же к себе за спину вышли. У нас оказалось за спиной уже, то есть мы в окружении уже оказались. А почему вы решили выйти? Мы не выходили, мы меняли позиции. Чуть-чуть. Меняли позиции. Да, то есть это как его должны были там окопаться немножко. И это вот, ну то есть... Так, и вы видите ВСУ? Да, мы вышли, да, на ВСУ. Так, что делает ВСУ? Что, ВСУ? Сказали, 1 человек вышел, сказали, еще 3 человека нас осталось в посадке. Если не выйдут, то оттуда из миномета стрельнут. Мы вышли. Все, это как говорится, после даже... Подождите, стойте. Это что это было? Это было поле, это посадка, что это было? Это была дорога, Так. из 2 сторон посадка. Дорога. С поля мы ушли. Я же вам... Вышли по дороге? Да. А ВСУ откуда вам сказали о том, что выходите или будет обстрел? У нас один вышел как бы на разведку. Там, потому что оттуда стреляли. Думал, там российский блокпост стоит на границе. Но оказалось, вот так попали. Один пошел на разведку и что? Ну и не вернулся. И не вернулся. Нет. Так, а как вы поняли, что
нужно выходить? Нам крикнули, что... Вам из посадки, судя по всему, да, крикнули? Стрельнут из миномета или из гранатомета. Если мы не выйдем, сколько нас там не было. У нас было 3 человека. Мгм. А где остальные делись? Потому что мы как бы шли разведать место. Мгм. Вот так. И вы, собственно, просто вышли и как, сдались, получается? Или что? Или вы отстреливались? Нет, мы не отстреливались. А смысл это как его был отстреливаться? Мы так и не поняли, когда сказали, из миномета стрельнут или из гранатомета. Мы думали, может, это тоже русские. Мгм. Мало ли, все бывает. Поэтому вышли мы и, как говорится, и уже в конце концов увидели, когда нас приняли. Так. А с остальными, с вашими, что было? Которые остались? Непонятно? Да там непонятно, если честно. Вы так потерь за все время и не увидели никаких, да, получается? То есть вот один, который пошел на разведку, не вернулся, и вы втроем? Нет, я его потом там встретил. Ну, Мы его же тоже не взяли увидели. в плен? Ну да. Не, я имею в виду 200-х, 300-х. Нет, я не видел. Понятно. Ну что ж, такие истории тоже бывают. По поводу вашей жене. Я, насколько знаю, вам здесь поставили телефоны, да? Да. И вы можете ими пользоваться, звонить в Россию. Да, мы можем, нас по списку вызывают, мы звоним. Вы звонили и не дозвонились. Нет, я не дозвонился. Ну, я вам доповедаю, докладываю, что вот мы отправили голосовое вашей жене, вот мы отправили вашу фотку, да, при вас. То есть она до сих пор не прочитала. Как мы сказали, время ограниченное, поэтому можете одновременно сейчас записать голосовое, обратиться к ней. Поехали. Здравствуй, Лен. Я в плену. Можешь сообщить в военкомат, что если они не знают. Много говорить не буду, люблю тебя, целую. Обязательно нужно сообщить в военкомат. Да, обязательно. Потому что вы можете числиться погибшим, да, пропавшим без вести пропавшим или погибшим. Сообщай обязательно в военкомат. Люблю тебя, целую. И люблю, целую Аню. Это видео будет опубликовано на канале Володимир Золкин. Наберете латиницей в ютубе фамилию Золкин, увидите это интервью, если вам нужно будет предоставить доказательства того, что ваш муж в плену. От себя что-нибудь можете добавить? Да, конечно. Давайте. Сожалею, что все так получилось. Не то, что в плену, а то, что вообще приехал, пересек границу, потом уже узнал, что нелегально, об этом не задумывался и не знал. Так. Прошу прощения, если кому-то доставил неудобства в этой стране и какие-то. И желаю вам всем мирного неба над головой. Война — это очень... Здесь увидел уже по телевизору все, какая она по-настоящему жестокая, кровавая. Мирного неба вам над вашей головой. И всего вам доброго. Никаких у меня нет и не было. И когда сюда шел, и до этого. У меня много друзей на Украине. Поэтому всего самого лучшего, чтобы у вас все наладилось и война эта прекратилась. Вот вы говорите, много друзей в Украине у вас. Вы с ними общались? До этого. Да, до этого. Да. И что? Они вам что, рассказывали про нацистов, про каких-то еще, про что? Про притеснения какие-то рассказывали? Нет, я говорю, не идейный человек. Не, я все понял. Вы не идейный человек, но вы в один момент все-таки согласились идти в Украину с оружием. Вы что, не понимали, что это вы на войну идете? Да нет. Это август месяц.
Российская армия к тому времени успела вторгнуться по 6 направлениям, и по 3 направлениям уже было выбито к тому моменту. Уже огромное количество жертв было. Я об этом не знал. Вы вообще не пытались найти информацию какую-то об Нет, этом? я не пытался. Но у вас же по телевизору, вы телевизор не смотрите тоже? Да нет. Я пошел, я вам что с этим объяснял, делать? как начало. Да. Я понял, у вас был внутренний конфликт. Я немного Депрессия, депрессия, да, такое была, прочее. и не представлял, что такое вообще война. Меня никто не предупредил, ничего. Ну и даже, а кто знал, кто здесь был, еще никто не возвращался. Значит, не предупреждал. Можно же было открыть интернет, и там все есть. Это же онлайн-война, по сути. Все есть. Все в открытом доступе. Понятно, что перекручивается и так далее и тому подобное, но все же найти там Я можно. за 3 дня собрался и уехал. Что можете передать другим таким же россиянам, которые каким-то чудом, может быть, посмотрят это видео? Подумайте. О семье, подумайте о себе. И подумайте о народе, который живет в другом государстве. Ну, я вам хочу сказать, что вы один из немногих, кто хотя бы высказал извинения, хоть в какой-то форме. Потому что в основном россияне, они... Вот перед вами буквально был человек, он вообще считает, что все нормально. Зашли сюда кого-то там защищать от кого-то. Я считаю... А я вообще пропагандист, по его мнению, потому что я как бы не хочу, чтобы сюда шли россияне гибнуть и убивать. Да? Вот то, что у вас по телеку, это получается не пропаганда, а вот то, что я делаю, это получается пропаганда. Где же тут пропаганда, если я просто хочу, чтобы люди не гибли и не было войны? Ну, как говорится, каждый по-своему промыт. Вот это да. Это точно, что каждый по-своему промыт. А то, что я сожалею, я искренне сожалею. Да. Ну хорошо, спасибо вам. Всего доброго, спасибо Всего вам. доброго. Я не слышу вас. Сейчас позвоню без видео. Алло. Запишите видеообращение, скажите, что хотите сказать. Да, сюда, А кому говорить? жене. Мы же пытаемся ей дозвониться и не можем. Спасибо. Лен, привет. Я жив, здоров, нахожусь в плену. Надо срочно сообщить в военкомат, если там не знают. Не только военкомат, вообще везде, где можно сообщить. Вообще везде, где можно сообщить, надо сообщить, что я в плену. Чтобы меня быстрее обменяли. И звонить им ежедневно и спрашивать, какие приняты меры по обмену. И звонить им ежедневно. И спрашивать, какие меры приняты по обмену, по моему. Дело в том, что она слышит и меня, и вас. Я вам не диктую, я просто вам говорю, что нужно сделать для того, чтобы быстрее вас обменяли. Поэтому вы можете от себя, что хотите сказать еще. Лен, люблю тебя очень. Надеюсь, что скоро приеду домой. Но это зависит больше от того, от вашей стороны, как быстро вас запросят на обмен. Все, я ей отправляю, правильно? Да. Все.